Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В первой части мастер-класса мы с вами связали тело будущего солдата и ввязали в него ручки и ножки, а также вставили каркас в руки, чтобы они сгибались и разгибались. Сегодня мы продолжим и довяжем ему голову и подол одежды, а затем займемся пилоткой. Итак, начнем. Мы с вами связали 27 рядов. Вяжем 28, 12 прибавок подряд. Двадцать девятый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Тридцатый ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Тридцать первый ряд. 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 6 рядов по 42 столбика без накида в каждом. Тридцать восьмой ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Тридцать девятый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Сороковой ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Сорок первый ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз.
42 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Пришло время набить голову наполнителем. Набиваем плотно. После набивания голова выглядит вот так. Ну и продолжим. Вяжем последний 43 ряд, 6 убавок подряд. Все, закончили. Вытягиваем ниточку и обрезаем ее. Вот это отверстие, которое осталось в конце, необходимо стянуть. Сделаем это с помощью крючка. Стягиваем за передние полупетли последнего ряда. Все, отверстия больше нет, теперь можно ниточку прятать внутри игрушки. Для этого вставляем ее в иглу. Вводим в игрушку, выводим где-нибудь сбоку, чуть-чуть натягиваем ниточку, еще раз вводим и выводим. Все, теперь можно обрезать. Вот так выглядит наш будущий солдатик. Вот такой он. Теперь можно вынуть нить контрастного цвета, но не до конца, а вот до этой нижней границы ремня. Делаем это тоже с помощью крючка. Дальше займемся подолом одежды солдатика. Сначала необходимо присоединить пряжу зеленого цвета к 16 ряду тела, который мы вязали за задние полупетли. Это нижняя граница ремня. В этом ряду у нас 30 столбиков без накида. Переворачиваем игрушку и находим переход между первой и последней петлей 16 ряда. Теперь для нас первый столбик без накида будет последним, а последний первым. Вводим крючок за переднюю стенку последней петли и захватываем рабочую ниточку. Хвостик оставляем снаружи, потом мы его спрячем. Затем вводим крючок за переднюю стенку первой петли и провязываем первый столбик без накида. Подтягиваем хвостик. Далее вяжем еще 29 столбиков без накида за передние полупетли этого ряда. Причем последний провязываем в то место, откуда у нас выходит хвостик. Теперь перекидываем нить контрастного цвета и вяжем второй ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз.
Третий ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд 6 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. И последний, пятый ряд, 7 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. В конце делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку. Вот как у нас получилось. Теперь можно прятать хвостики. Вот этот хвостик пропускаем сквозь столбики последнего ряда. А второй хвостик можно просто спрятать внутри игрушки. Теперь можно нить контрастного цвета полностью вынуть. Вот такой солдатик у нас с вами получается. Ну и чтобы закончить с военной формой, свяжем для него пилотку. Пилотку начнем вязать с цепочки из воздушных петелек. Для этого сначала делаем узелок и набираем 11 воздушных петелек. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Теперь вяжем первый ряд, начиная со второй воздушной петли. От крючка провязываем 9 столбиков без накида. В 10-ю воздушную петлю провязываем сразу 3 столбика без накида. Переходим на другую сторону воздушной цепочки и, начиная с 9-й воздушной петли, провязываем 8 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю вяжем сразу 2 столбика без накида. Связали первый ряд, в нем у нас должно получиться 22 столбика без накида. Далее прокладываем нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в рядах, и вяжем второй 22 столбика без накида подряд.
Третий ряд вяжем по схеме. Сначала провязываем прибавку, затем 9 столбиков без накида, потом 2 прибавки, опять 9 столбиков без накида и в конце делаем одну прибавочку. Вяжем прибавку. Теперь 9 столбиков без накида. Дальше делаем 2 прибавки подряд. Затем провязываем 9 столбиков без накида. И завершаем этот ряд одной прибавкой. В четвертом ряду вяжем 26 столбиков без накида без изменений. Пятый ряд вяжем по схеме. 1 прибавка, затем 11 столбиков без накида, потом 2 прибавки, 11 столбиков без накида и в конце 1 прибавка. Делаем 1 прибавку. Дальше провязываем 11 столбиков без накида. Теперь делаем 2 прибавки подряд. Затем провязываем 11 столбиков без накида. И завершаем этот ряд одной прибавкой. Шестой ряд 30 столбиков без накида подряд. Седьмой ряд вяжем по схеме. 1 прибавка, затем 13 столбиков без накида, потом 2 прибавки подряд, 13 столбиков без накида и в конце 1 прибавка. Делаем 1 прибавку. Теперь вяжем 13 столбиков без накида. Дальше делаем 2 прибавки подряд. Затем провязываем 13 столбиков без накида. Ну и завершаем этот ряд одной прибавкой. Дальше вяжем последний 8 ряд 34 столбика без накида подряд. В конце делаем 1 соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, вытягиваем. Нить контрастного цвета тоже вынимаем. Вот как у нас получается такая вот маленькая пилоточка. Теперь вот эту ниточку надо спрятать, пропустить ее сквозь петельки последнего ряда. Вот такая пилоточка получилась. Давайте ее примерим к нашей игрушке.
В итоге мы связали полностью солдата в военной одежде и пилотке. На этом сегодня все. Ну а в следующий раз мы закончим с ним. Оформим лицо, свяжем носик, ушки, пришьем их к голове, затем приклеим глазки. Ну и украсим военную форму бляхой и пуговицами, которые вышьем желтой пряжей. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!